Как изменить себя? Единственный способ, и он состоит в следующем. Смотрите, есть универсальное правило развития изменения любой системы. Человеческая психика – это система, индивидуальная психика, групповая психика, психика коллективная, да, массового сознания – это все системы. И вот для развития изменения системы действует правило, что система меняется путем получения новой информации о себе от себя же. Вот в этом предложении нет случайных слов, и я предлагаю его сейчас разобрать. Значит, путем получения новой информации. Ключевое это новой. Что не является новой информацией? Не является новой информацией то, что является подтверждением ваших установок, ваших взглядов на мир, только, знаете, в других одежках. Например, вы встречались с мужчиной, и у вас было такое ощущение в этих отношениях, что вы являетесь жертвой, а он агрессором. Ну, то есть он не так к вам относился, он как-то там манипулировал, унижал, внимания не давал и так далее. То есть в целом вы воспринимали эти отношения в парадигме жертва-агрессор. И вот вы начинаете разбираться с собой, с этими отношениями, копаться, какие-то тренинги слушать, и вдруг вы понимаете, что на самом деле то есть вы начинаете думать, нет, на самом деле вот здесь я там как-то сманипулировала, здесь я нажала, сдавила, здесь я это делала, и вы начинаете видеть картинку наоборот, что как будто бы вы агрессор, да, а он жертва. Ну, я сейчас утрирую, но меняется это восприятие. Это новая информация, ну, как бы новая, но смотрите, что внутри происходит. На самом деле вы остаетесь все в том же контексте жертвы-агрессора. Да, вы поменялись ролями в своем восприятии, но сама история, сам сценарий, сам нарратив не поменялся. Вот это не есть новая информация. Новая информация – это качественно новая, то есть это выход из старой парадигмы, не просто перестановка ролей внутри парадигмы, а выход во что-то новое, в какое-то, я называю это новые мысли о старой ситуации. Дальше. Система развивается путем получения новой информации о себе, от себя же. О чем это? О том, что бесполезно, когда вам извне говорят: слушай, ну что ты переживаешь, ты же такая красивая, почему ты там, не знаю, не знакомишься с мужчинами? Да? А вы внутри, например, у вас есть неуверенность, и вы из-за этого не можете знакомиться. Вам могут говорить это дни напролет. Ну, это как бы новая информация о вас, новая, да, вы считаете себя непривлекательной, а кто-то говорит: нет, ты привлекательная, ты красивая. Как бы новая информация, да, но она поступает извне, и поэтому вами не воспринимается. Вам может быть приятно, как-то чуть-чуть вас приободрило и так далее, но кардинально ничего не поменяется, и вести себя по-другому вы не будете, другие результаты вы не получите. Почему? Потому что, еще раз, система меняется путем получения новой информации о себе, от себя же, то есть изнутри. Как же тогда можно меняться? Да? Как же вы тогда меняетесь? Потому что то, как вы о себе думаете, то есть какая информация у вас о себе есть, это то, что определяет внешние результаты. Да? И только изменяя эту информацию, изменяя то, что вы думаете о себе, образ себя, вы можете получить новые внешние результаты. Расскажу на примере из своей жизни, каким образом эти трансформации происходят. Я после начала войны в Украине была вынуждена выехать за границу, и вот в частности я вот с начала военных действий живу в Испании. И я как человек в этом смысле абсолютно патриотичный, у меня никогда в жизни не было мыслей жить за границей. Хотя всегда, в последнее время была финансовая возможность, у меня бизнес, который позволяет, в общем-то, в любой стране мира жить, и никаких проблем с этим не было. Я в принципе, я так в меру люблю путешествовать, тоже не фанатично, да, то есть у меня должен быть дом, вот где я чувствую, что вот моя территория, и да, я иногда могу выезжать, но в целом мне нравится находиться дома. Да. И вот из этой позиции, да, пришлось там в один день собрать, уехать. Я долгое время
ощущала себя, ну вот я жила тем, что вот, ну, когда я вернусь в Киев, когда я вернусь в Киев. И здесь я ощущала себя такой, знаете, как, ну, понятно, что это не родное, я как вот такой выброшенная из гнезда, да, и вот там дом, а здесь вот такое чужое. И в этом я долгое время жила. И в какой-то момент я осознала, что так я слона не продам, да, как в анекдоте. То есть в таком состоянии это будет плохо дальше развиваться. Даже если я вернусь в Киев, мое такое состояние создаст в Киеве такие обстоятельства, которые будут подтверждать его. Я и там буду себя чувствовать как не дома, чужой, выброшенной, без какого-то, знаете, как вот вырванной из корнем. То есть состояние будет создавать эти обстоятельства вне зависимости от того, что происходит в реальной реальности. Я начала менять это состояние. Каким образом? Каждый раз, когда накатывала вот какая-то такая тоска, я вспоминала, как я себя чувствую в Киеве. То есть я не... Смотрите, вот здесь очень важно, вы не убеждаете себя, что вот сейчас вам хорошо, вы здесь как дома, вы здесь вот вам так спокойно, стабильно, вы чувствуете себя прям, не знаю, в безопасности. Нет. Просто я вспоминала мое состояние в Киеве, как это там. Вот. И в этом состоянии какое-то время старалась находиться. Минуту, две и так далее. То есть это не какие-то отдельные упражнения, просто вот в течение дня отслеживать, да, когда раз вот это ощущение, ой, все чужое, какая-то выброшенность из гнезда и так далее, я так называла это состояние, раз его переключили на то, как, вот просто вспомнили, да, я вспоминала, как я себя в Киеве чувствовала. И буквально, ну, может быть, неделя-полторы вот жизни в таком режиме, и я помню, я просыпаюсь утром, да, и смотрю, ну, там чужая спальня, ну, в смысле, да, спальня, вот апартамента, где мы здесь живем, и я вот, да, у меня как-то такое, ну, уже по привычке, да, хочется сказать, хочется почувствовать, да, потому что наше тело привыкает к тем состояниям внутренним, в котором мы находимся, и вот на уровне химии есть уже зависимость, и вот раз, знаете, как кому-то утром хочется покурить, кому-то, не знаю, кофе выпить, а вот мне раз, и вот в это состояние, ой, все чужое, все, и вдруг новая мысль. И это мысль о том, что, ну, на самом деле у меня сейчас два дома, я живу на два дома. Может быть, там, когда-то на три буду жить еще там. Да, у меня есть дом в Киеве, у меня есть дом в Испании, может, не знаю, в Нью-Йорке скоро будет дом, еще где-то. То есть все, я живу на несколько домов. Это вот такая у меня жизнь. И это абсолютно новое какое-то состояние. То есть оно не такое, как было раньше в Киеве, оно не выброшенность из гнезда, это некое третье состояние. И вот это является правильной цепочкой трансформации внутреннего образа себя, внутреннего состояния. И то, как мы меняемся внутренне, а дальше внешне. То есть вот здесь заметьте, что самое важное. Да? Первое, вы не убеждаете себя, ну, на моем примере, что вот мне в Испании хорошо, мне в Испании хорошо. Нет, вы просто вспоминаете состояние, как это было вот там в Киеве, где хорошо. Да, и в это состояние переключаетесь. Тогда не срабатывает, потому что если вы себя будете убеждать, что здесь хорошо, а вам нехорошо, внутри такой будет разрыв, больше, больше, больше нарастать, и рано или поздно это выльется в какой-то внешний конфликт или болезнь, ну, как-то нехорошее происшествие, это не будет работать. Даже временно, да, может быть улучшение, но потом все равно будет откат. А так вы себя не обманываете, вы честны с собой, но вы внутренне просто вспоминаете это состояние. Второй момент, да, новые мысли, да, вот эта новая информация, да, новые мысли о старой ситуации, они должны возникнуть спонтанно внутри. Вы их не придумываете, вы не садитесь и не, так, давай, как же сейчас я буду об этом по-другому думать, вот так. Нет, это не волевой акт. Это такое, я называю это подарок богов, это то, что нам дарит наша самость. Да, вот вы начинаете в эту сторону смотреть, начинаете с состоянием работать, и потом ваша самость, да, ваш глубинный центр раз и дарит вам правильную мысль, какую-то правильную установку. Иногда это может быть какой-то символ, который во сне приходит, иногда это может быть что-то вы в книге прочитали, от кого-то услышали, да, и вы раз и за это зацепились, и вот, а иногда это, как у меня, просто какая-то новая мысль возникла, я никогда так не думала, да, вот.
И с тех пор, ну, на самом деле, я стала себя здесь очень лучше чувствовать, и внешне появились там, ну, какие-то люди, которые мне здесь помогают очень хорошо, и, ну, в общем, ну, ситуация поменялась, да. Да, я все так же планирую там возвращаться после окончания войны, но я знаю теперь, что если я вернусь в этом состоянии, то и в Киеве все будет хорошо, понимаете? Вот это важный момент. И когда вы работаете с состоянием, рано или поздно появится новая мысль, новый взгляд на старую ситуацию, и это будет трансформацией. То есть, смотрите, да, к вопросу, как изменить себя. Если до этого, да, у меня было ощущение, то есть я думала о себе, я так переживала себя как выброшенную из гнезда, это вот одна история, она создавала какую-то внешнюю реальность. И дальше мой образ себя, да, трансформировался в то, что я человек, который живет на несколько домов. Ну, такой человек мира, да, я живу на несколько домов. И это другой образ, который другую внешнюю реальность создает. Вот такой процесс трансформации. Попробуйте в своих ситуациях, со своей ситуацией это сделать, пишите в комментариях, что получилось, что не получилось. И если есть вопросы, будем дальше разбирать. Это, ну, по сути, такой базовый процесс внутренней трансформации.